В жизни каждого студента, а тем более аспиранта, рано или поздно наступает момент, когда необходимо написать первую научную статью. Как же это сделать? Главный признак научной статьи – это новизна. Поэтому первое, что мы должны определить, так что же нового я хочу сказать этому миру. Может быть, у меня новый объект исследования, которым раньше никто не занимался или занимался недостаточно. Скажем, предприятие определенного сектора экономики или недостаточно изученная экономическая система какой-то страны или региона. Или, может быть, у меня новый предмет исследования, например, поведение персонала в условиях цифровизации, перехода на электронные форматы работы. Или, может быть, я систематизировал большой объем новых знаний из последних публикаций. Или, может быть, я рассчитал новый индекс, который может использоваться для отражения каких-то экономических процессов. Или, может быть, я выявил противоречия в данных разных научных статей и проверил эти противоречия на собственных исследованиях. Если ответ хотя бы на один из этих вопросов «да», то это очень круто. А если нет? Тогда для начала вам придется еще немного потрудиться над самим исследованием, чтобы оно стало по-настоящему научным, потому что научной статьей не могут быть пересказы учебников, ваши логические размышления без подкрепления данных и либо лозунги. Что же делать, если ваша работа пока что больше похожа на первое, второе или третье? Какие самые простые способы доработки вашего исследования? Вы можете собрать и проанализировать статистику. Вы можете собрать и проанализировать собственные данные, например, данные опросов. Вы можете рассчитать новые показатели на основе известных данных, провести сравнение явлений и процессов в разных странах или регионах, просуммировать опыт нескольких предприятий. Теперь, когда у вас точно есть новый результат, можно приступать к его описанию. Сначала об объеме статьи. Если вы пишете тезисы на конференцию, то обычно достаточно текста на 3-8 страниц. Если же пишете статью для журнала, то требования к объему могут различаться довольно сильно, от 10 до 20 страниц. Конечно, написать тезисы на конференцию гораздо проще, и я рекомендовала бы начать с них. Тем не менее, даже при написании тезисов желательно придерживаться определенной структуры статьи, которая обычно выглядит примерно так. Сначала указываются коды области знания, которым соответствует содержание статьи. Потом следует аннотация. Это опять-таки ее краткое содержание в очень сжатом виде. Далее ключевые слова. Потом идет тело статьи, состоящее из введения, основной части, заключения и списка литературы. Во введении, как правило, обосновывается актуальность темы работы, ставятся исследовательские вопросы и обозначается цель исследования. В заключении указываются основные выводы. В списке литературы приводятся те источники, на которые вы опирались в своей работе. Основная часть статьи, как правило, состоит из литературного обзора или бэкграунда, то есть анализа ситуации в отрасли или стране по определенной тематике. Далее следует секция с описанием методов исследований, которые вы использовали, и данных, на которые вы опирались. Далее идет описание самих результатов и обсуждение результатов, то есть сравнение ваших результатов с результатами других ученых. Как минимум, ваши результаты не должны противоречить основным законам экономической теории и общеизвестным данным. Писать структурированно – это очень важное умение. Давайте развивать его с первых студенческих работ. Преодолев трудности работы над текстом, вы подходите еще к одной довольно трудоемкой стадии оформления работы по требованиям определенного журнала. Самый раздражающий факт здесь – это то, что у журналов разные требования к оформлению текста, причем бывают довольно экзотичные. Универсальных советов здесь нет. Читайте внимательно все требования, используйте шаблоны, предоставляемые журналами, там, где это необходимо. Итак, настал счастливый момент. Вы нажали кнопку «Отправить», и ваш текст улетел в редакцию. Что теперь? Можно праздновать? К сожалению, пока что рановато.
Публикационный процесс состоит из нескольких стадий. Ваша работа может быть отклонена журналом по формальным причинам или по причине отрицательных отзывов рецензентов. Да, научные статьи обязательно рецензируются. Тезисы конференции рецензируются менее строго, статьи в хороших журналах очень строго. Чаще всего после рецензирования статью возвращают на доработку. С какими-то замечаниями рецензентов вы можете поспорить, а с какими-то вам придется согласиться и доработать свое исследование или сам текст. Это нормально. Культура работы с замечаниями рецензентов – важный скилл настоящего исследователя. Когда все этапы пройдены, вам остается только ждать счастливого момента выхода вашей статьи в свет. Теперь вы автор, обладатель авторского права на свое произведение. А это значит welcome в клуб творцов и создателей.